Такую вкусную картошку я бы ела каждый день. Очень простой, быстрый, вкусный рецепт картошки. Обязательно приготовьте, я уверена, что этот рецепт станет вашим любимым. 3 крупных картошки натираем на крупной терке. Друзья, обязательно сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями, потому что это действительно очень простой, быстрый и вкусный рецепт картошки. Натертую картошку отправляю в миску. Заливаю картошку холодной водой, вода из-под крана, и оставляю на 5 минут, чтобы немного смыть крахмал с картофеля. Это маленький секретик, и за счет того, что мы вымываем из картошки часть крахмала, картошка жареная всегда получается более хрустящей. Мелко нарезаю пучок петрушки или укропа. Для этого блюда вы можете взять любую зелень, которая найдется у вас под рукой. Петрушку отправляю в миску и сюда же разбиваю 3 куриных яйца. Приправляю хорошей такой щепоткой соли, черным молотым перцем, а также я добавлю немного хлопья сладкой паприки. Вы можете добавить любую сушеную зелень или какую-то приправу, которую вы больше любите. Можете взять уже готовую приправу для картошки, которая продается в каждом магазине. Все хорошо перемешиваю до однородности. С картошки сливаем воду. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. И когда вода хорошенько стечет, отправляю картошку в миску. Добавляю яйца к картошке. И осталось все хорошо перемешать. Это мой любимый рецепт картошки, потому что все продукты всегда найдутся для него на каждой кухне, а готовится он очень-очень быстро и просто. И уже можно ставить разогреваться сковородку с растительным маслом. К растительному маслу я также добавлю кусочек топленого масла, вы можете взять сливочное, но я рекомендую жарить на топленом, потому что на нем картошка не горит. На разогретую сковороду выкладываю половину картошки и вот так равномерно распределяю. Картошка поджарится, получится очень вкусной, с зажаристой хрустящей корочкой. И я хочу добавить сюда немного тертого сыра. Сыр можете брать любой, у меня моцарелла. Вы можете взять обычный желтый сыр, просто натереть его на крупной терке. Сверху на сыр выкладываю оставшуюся картошку. И распределяю картошку равномерно, чтобы она полностью закрывала слой сыра. Жарим картошку под крышкой на маленьком огне в течение 7-10 минут до красивой золотистой румяной корочки. Переворачиваю при помощи тарелки и возвращаю картофельную лепешку в сковородку. Посмотрите, какая она красивая, получилась золотистая, румяная. Готовлю также под крышкой в течение еще 5 минут до полной готовности. Тоже накрываем крышечкой, чтобы лепешка приготовилась быстрее. Время приготовления будет зависеть от толщины картофельного слоя, картофельной лепешки и от диаметра, от размера вашей сковородки. Друзья, а у меня все уже готово. Посмотрите, какая вкуснятина получилась. Уже не терпится поскорее попробовать эту хрустящую вкусную картошечку с сыром. Как я уже говорила, время приготовления картошки будет зависеть от толщины вашей картофельной лепешки. Чем толще картошка, тем больше время приготовления. Готовьте на маленьком огне, и тогда у вас все получится идеально, все пропечется. Посмотрите, какая вкуснятина получилась. Это необыкновенно вкусно. Картошка внутри очень нежная, а сверху румяная, хрустящая, аппетитная золотистая корочка. Это вкуснее, чем жареная картошка. Обязательно попробуйте, друзья. Делитесь рецептом с вашими близкими, друзьями, с вашей семьей. А я желаю вам приятного аппетита и напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока и скоро увидимся!